акварель и азиатская техника. Рисуем цветы космоса. Цветы космоса очень нежные, и их называют цветами любви. Мы будем рисовать их в нескольких оттенках красного, слегка розовый, насыщенный красный и даже бордовый. Они бывают также желтые и оранжевые. Итак, сначала мы набираем на кисть светлый розовый, красный, разбавленный водой. Сначала набираем на кисточку воду, немного эту воду убираем через салфетку и затем набираем красный разбавленный. Чтобы к основанию, ближе к центру, лепестки были более водянистыми. Как мы это делаем? Просто отпечатками кисти. Кисть на своем кончике должна быть растопырена. Я уже показывала, как это делать. Вы можете просто прижать ее пальцами, руками и развести ее ворсинки в стороны. У цветка космоса 8 лепестков. Я все время их пересчитываю, когда рисую. В некоторых местах цветы будут на нас смотреть совершенно раскрытыми, и мы будем видеть все их 8 лепестков просто нарисованными прижатием кисти. А в некоторых местах цветы, конечно, будут к нам повернуты, и мы будем видеть их в другом ракурсе. Тогда мы просто можем сделать тот же отпечаток ребром кисти. И нижние лепестки мы просто будем рисовать в обратную сторону. Тогда я выгибаю руку так, как вы только что видели. И в некоторых местах мы также наметим несколько бутонов. Сейчас я рисую ярко-красный цветок космоса. А вот так делается бутон. Самым кончиком растопыренным кисти я ставлю несколько закругленных отпечатков. Этот лист будет нам виден сзади, поэтому, наметив верхние лепестки, нижние и боковые я сделала просто отпечатками, но ставя кисть ребром. Цветы у нас располагаются по такой дугообразной линии. Это смысл всей композиции, на этом она держится и строится. Еще думаю пару цветов. Один, который будет виден боком, и один немного в развороте. Как видите, они все разного оттенка, чтобы была динамика цвета и глазу было интересно. А теперь заполняем серединку. Ярко-желтый я взяла, даже немного оранжевый. Самым кончиком кисти я оставлю отпечатки рядом с друг другом, заполняя серединку, которая получится либо в форме овала, либо круга. Так я поступлю со всеми цветами, которые видно в таком ракурсе, что позволяет видеть их серединку, яркую и насыщенную. Просто отпечатки кончика кисти. Или можно заполнить их отпечатками побольше, просто тогда вы прижимаете кисть более к бумаге. И сделаем несколько цветов, у которых лепестки уже опали. Тогда останется только их желтая серединка, точно так же отпечатками кисти. Самым кончиком. Я думаю, что здесь будет еще один бутон. У бутонов и у тех цветов, которые видно в ракурсе сзади, нужно будет подрисовать почечку, черенок, из которого они растут. Это тоже делаем просто отпечатками кисти и несколько в стороны таких торчащих воротничков. Для этого я взяла светло-салатовый цвет, потому что у космоса у него очень много травы, и ее мы тоже прорисуем, но позже. Сейчас намечаем почечки, особенно у бутонов. Точечки под бутонами и сбоку воротнички. Самым кончиком кисти проводим несколько линий. Смотрите, чтобы они не были абсолютно одинаковыми. Где-то воротник будет только по бокам, а где-то он будет выглядывать и сзади, и за бутоном. И, конечно же, у тех самых цветов, у которых листья уже опали, у них тоже надо нарисовать черенки. Они просто будут более вытянутыми, похожими на чашечку или коробочку. И у того цветка, который видно нам сзади, мы должны будем прорисовать длинные усики. Теперь начинаем наносить
линии на сами лепестки. У космоса у него очень красивые прожилки на лепестках, и мы их обязательно тоже отметим. Я делаю это самым кончиком кисти, моей средней кисти. Если для вас это будет трудно, то тогда лучше возьмите самую малую кисть, самую маленькую и с тонким кончиком. Как я это делаю? Я просто провожу линию. Вы можете выходить за пределы лепестка. Они не обязательно должны быть идеальными, потому что мы рисуем в азиатском стиле, мы рисуем идею. И иногда примешиваем сюда технику акварель. Каким цветом я это делаю? Прожилки я просто подбираю для них цвет более темного оттенка по отношению к тому цветку, которым я их заполняю. Соответственно, это будет либо темно-бордовый, либо темный насыщенный красный с примесью оранжевого, даже может быть так. Так я поступлю со всеми цветами и даже с бутонами цветов. И, наконец, последний цветок, на котором нужно прорисовать прожилки. Самый яркий, самый красный. На нем ярко-красный, практически бордовый цвет. Теперь вернемся к нашим серединкам. Там нужно будет прорисовать тычинки. Если вы близко посмотрите на цветок космоса, то у него очень красивая ярко-желтая серединка с черными, белыми и даже немножко коричневыми точками, которые мы тоже сейчас отметим. На всех цветах, где видно желтые серединки, самым кончиком кисти я сначала нанесу точки такого красновато-коричневого цвета. Так я поступлю со всеми цветами, за исключением тех самых желтых серединок, на цветах которых лепестки уже опали. Теперь я беру черный цвет и тем же самым кончиком кисти, вы опять же можете взять для этого более малую кисть, чтобы все было аккуратно, я по кругу, по овалу нашей желтой серединки, отступая немного места между ними, поставлю черные точки. Их очень легко заметить на цветках космоса. Они ярко выражены и очень подчеркивают его красоту. Так я поступаю со всеми цветами. Опять же, я в этот раз затрону и те самые серединки, на цветах которых лепестки уже опали. Здесь я поставлю только черные точки в нескольких местах. И последнее, что нам нужно будет сделать с серединками, это белые точки. Я набираю белый цвет и кончиком кисти в промежутках между черными точками я проставляю белые точки. Их тоже можно очень легко увидеть на цветках космоса. Так я поступаю со всеми серединками цветов, за исключением тех, на которых лепестки уже опали. А теперь приступаем к прорисовке стеблей. Стебли у цветков космоса очень тонкие, и они не всегда прямые, они могут изгибаться и загибаться в разные стороны. Для этого мы просто берем опять же тот салатовый, которым мы делали черенки, и проводим линии. Можно от низа к цветку, но проще от цветка вниз.
где-то они будут красиво пересекаться. Космос, он растет полями и даже клумбами, и, в принципе, поэтому трудно разглядеть его в траву в общей массе. И мы не будем сильно ее прорисовывать, просто наметим. Наметим стебли, размещая их красиво и гармонично, и затем прорисуем траву. Мы не будем рисовать ее очень много, хотя у космоса ее много, но нам нужна идея. И чтобы не перебить цветы, много травы рисовать не будем. На что она похожа? Вообще она похожа на укроп. Есть несколько способов изображения травы космоса. Можно было просто наметить несколько линий, загибающихся друг на друга и свисающих вниз, но мне больше захотелось подчеркнуть строение этой травы, поэтому я все-таки изображаю ее, как я и говорила, похожей на укроп. Просто крупнее по масштабу. В нескольких местах я нарисую и прорисую эту траву самым кончиком кисти или немного прижимая кисть, в зависимости от того, какой толщины мне нужно будет добиться. Насаживая их друг на друга движением, растущим вверх и насаживающимся друг на друга. Главное нам оставить пустым то самое место справа сверху, о котором я уже говорила прежде, и не сильно заполнять серединку между цветами. Итак, прорисовываем травинки. И введем еще немного более активного зеленого, такого травяного зеленого. Подчеркнем в некоторых местах черенки, просто несколькими пятнышками и линиями. Подчеркнем те самые воротнички, о которых я говорила прежде, и череночки точечками и линиями, самым кончиком кисти оставляя отпечатки или проводя линию. И на этом наша композиция будет закончена. Надеюсь, что вам понравилось сегодня рисовать, и сама композиция тоже. Она легкая, летящая, устремляющаяся вверх. Поэтому мы старались не сильно ее перегружать элементами. Не забывайте, что о композиции можно судить тогда, когда она окончательно высохнет. Не забываем, что можно нанести каллиграфию и нужно поставить печать или подписать свою работу. Благодарю вас за просмотр.